Всем привет! Сегодня будем велюрить торт, но не муссовый, а с вполне стандартной начинкой. Также у меня на торте будут мастичные фигурки, а они достаточно тяжелые для такого хрупкого покрытия, как велюр. И я вам покажу один из вариантов, как можно прикрепить такие фигурки на торт. Итак, начинаем оформлять. Сегодня я буду оформлять вот этот квадратный торт. Размер у меня 25 на 25. Торт выровнен уже ганашем, тем самым ганашем, которым я выравниваю абсолютно все торты на масляной основе. Ганаш сделан на шоколадной глазури темной. Внутри у меня начинка медовик с кремом чиз. Сейчас торт у меня с холодильника. Перед тем, как его велюрить, а именно сегодня это у меня будет покрытие, велюр, я отправляю его в морозилку. Но не для того, чтобы у меня начинка полностью там замерзла. Мне нужно, чтобы вот верхний слой ганаша именно замерз, поэтому минут 15-20 будет вполне достаточно. Фигурки для своего торта я уже сделала. Это мастичные фигурки. Для лица я использовала самодельный молд. Как-то я делала видео. Молды из силикона я там делала. Собачку просто произвольно сделала, обычную такую вот коричневую собачку. Мастика полностью подсохла, то есть фигурки у меня уже полностью засохли. Шпажку я потом уберу. Для них мне нужно сделать изомальтовую подложку. Можно сделать подложку из мастики, можно сделать ее из шоколада, только шоколад нужно перед этим темперировать. Я сегодня сделаю из изомальта, буду делать первый раз, но я знаю, что изомальт в принципе не капризный, так скажем, материал, и поэтому я так думаю, все пройдет хорошо. Убираем пока все в сторону, начнем топить изомальт. Изомальт пересыпаю в кастрюльку с толстым дном. Ставим на средний огонь, немного помешиваем из стороны в сторону и держим на плите, пока у нас полностью изомальт не растопится. То есть никаких вот таких вот белых краплений остаться не должно. Немного добавила зеленого водорастворимого красителя. Краситель можно добавить в любой момент, даже когда только начинает плавиться. Если вам поначалу покажется, что при расплавлении изомальт мутный такой он у вас будет, подождите немного, и он станет прозрачным. Где-то смесь сняла я с огня, примерно где-то 158-160 градусов она была. Все, теперь выливаем горячий изомальт на силиконовый коврик. Стараемся лить в одну точку, если вам нужен идеально ровный круг. Но у меня должна быть полянка, поэтому у меня здесь не принципиально будет. Все, ждем, пока полностью застынет наша подложка. Если у вас изомальт все же липнет к рукам, после полностью, когда он застыл уже, прошло какое-то время, и он у вас липнет к рукам, значит вы не доварили сироп. Немножечко подольше нужно на огне подержать. Для этого же торта я сделала бисквитный мох под цвет камуфляжа. Буду оформлять им у основания торта внизу, у подложки. Как я делаю бисквитный мох, это было в прошлом видео, можете перейти посмотреть. Делается он очень просто и быстро. Любого цвета можно сделать. Начинаем подготовку к покрытию торта велюром. Это у меня здесь какао-масло. Пропорции какао-масла и белого шоколада, которые я буду использовать, я напишу в описании. И также оставлю ссылки, где все это приобреталось. Какао-масло отправляю в микроволновку, немного растопиться. Можно сразу вместе с шоколадом, конечно, отправить, но для какао-масла требуется больше времени для расплавления, поэтому его первым отправляем. Вот какао-масло начало уже плавиться. И мы можем добавить сюда белый шоколад. Так, все перемешаю и сразу же сюда добавляю уже жирорастворимый краситель. Я буду использовать сухой жирорастворимый краситель K-Color, цвет зеленый. Отправляем опять в микроволновку и уже короткими импульсами расплавляем шоколад. Все растопили. Если попадаются нерастворившиеся крупинки красителя, ничего страшного, можно перебить массу блендером и все исправится. Масса у меня сейчас около 40 градусов. Мне ее необходимо остудить до 35. 35 градусов это как раз рабочая температура данной смеси. И пока смесь остывает, мы перельем ее сразу уже в емкость от краскопульта и подготовим все необходимое. Это коробку, поворотный столик, где у нас будет стоять торт, чтобы как только мы торт достали из морозилки, мы уже ни на что не отвлекались. Торт с морозилки начинаем велюрить. Я буду велюрить два этапа, чтобы шоколад лег красивой ворсистой поверхностью, а не шлепками шоколада. Первый слой я закончила и отправляю в морозилку минут на 7. Бочонок со смесью я отправляю в микроволновку, немного подогреть, чтобы масса опять стала 35 градусов, так как она начала остывать. Ставлю микроволновку на самый низкий режим.
Второй слой велюра наносится точно так же. Моя задача сейчас перекрыть вот эти вот темные пятна от темного ганаша. Можно, конечно, сразу сделать светлый ганаш, но я хотела именно посмотреть, как это будет сочетаться с темным ганашем, так как я чаще всего его использую для выравнивания торта. Все достаточно, получилась поверхность, которую я и хотела. Это мелко-ворсистый велюр без каких-либо потеков шоколада. Низ торта я буду оформлять бисквитным мхом. Цвета выбрала в соответствии с камуфляжем. Прикреплять я его буду всю на ту же смесь. Специально сделала чуть больше порцию. Можно этого и не делать, просто не до конца убирать потеки шоколада, которые у нас остались после велюра, и использовать их для прикрепления некоторых деталей к основанию торта. Излишки шоколада легко убираются с подложки, когда шоколад немного подстынет в холодильнике. Подложку из изомальта мы будем класть на торт, использовав вот такие вот опоры, как собираем двухъярусный торт. Чтобы вес распределялся на торт равномерно, так как у нас фигурки разные по весу, вот такого треугольника и шпажек будет достаточно. Прикрепляем подложку из изомальта с помощью шоколада. Используя пищевой клей, либо гель-глянец, как у меня в данном случае, мы будем прикреплять мастичные фигурки к изомальтовой подложке. Шпажки у фигурки мы полностью подрезаем и сажаем фигурки на карамельную полянку. Вот такой вот тортик у меня сегодня получился. В оформлении я использовала и мастику, и изомальт, и шоколад, и бисквитный мох. Но, несмотря на все это, он получился достаточно сдержанным. На мой взгляд, стандартные пропорции велюра 1 к 1 больше подходят для муссовых тортов. В описании к видео я подробно опишу, почему я так решила. И на днях постараюсь выставить пост в Instagram и в группе ВКонтакте про велюр, так скажем, заметки тортодела. Результатом и получившейся поверхностью я полностью довольна. Я, как всегда, желаю вам удачи в ваших начинаниях. Всего вам самого-самого доброго.